Итак, рейды на палке у нас закончились, и с 1 марта, а точнее по Москве уже со 2, у нас в рейдах появляется новый легендарный покемон в 5-уровневых рейдах. И на этот раз легендарным покемоном будет антагонист палки, покровитель времени Диалга. Она у нас, как я уже говорил, появится 2 марта в рейдах, если точнее, то в полночь с 1 на 2 марта по Москве, и пробудет с нами до 28 марта включительно. Максимальная CP у нее 2307 в обычную погоду и 2884 в ветреную или снежную погоду. Если вам попалась Диалга с этим числом, значит у нее стопроцентный IV. И сейчас давайте я сразу зачитаю список покемонов, которыми легче всего победить Диалгу. Итак, первое Machamp с атаками Counter Dynamic Punch. И все, на этом видео закончено. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, отписывайтесь. Ну, а если серьезно, то да, Machamp это самое лучшее, что вам нужно для того, чтобы победить Диалгу, особенно в пасмурную погоду. Он отличный урон будет ей наносить. Но если по каким-то причинам у вас нет еще мачампов с атаками Counter Dynamic Punch, вам могут также подойти такие покемоны, как Groudon с Mudshot Earthquake, особенно в солнечную погоду, когда земляные атаки будут усилены, потому что Диалга обладает интересным сочетанием типов Стальной Дракон, что дает ей только 2 уязвимости к боевым и земляным атакам. Какие еще могут подойти покемоны? Например, Breloom с Counter Dynamic Punch. У него ДПС даже выше, чем у Machamp, но он сам по себе достаточно хрупкий, поэтому жить в бою будет меньше. С другой стороны, поскольку Breloom у нас травяной покемон, он будет лучше стоять против электрических атак Диалги. Также подойдет Харияма с атаками Counter Dynamic Punch. Харияма по сути не особенно отличается от Machamp, это чуть-чуть ухудшенный Machamp, так что в общем-то можете рассчитывать еще и на Харияму. Также это могут быть Lucario с Counter Close Combat, Blaziken с Counter Focus Blast и, возможно, даже Toxicroak с Counter Dynamic Punch. В общем, все боевые покемоны, которые наносят высокий боевой урон. Тут все достаточно просто. Ну и всякие там Райпериоры, Донфаны и кто там еще с земляными атаками, но они намного по своим характеристикам ниже, чем Groudon, так что если у вас нет никаких боевых покемонов, Groudon лучше всего подойдет как земляной. Все-таки рейды на него были недавно. Возможно, у вас вы накопили несколько Граудонов хороших за это время. Ну и Machamp, я думаю, те, кто давно играет, у них, я думаю, давно уже есть готовая команда Machamp, потому что Machamp и Тиранитар это 2 самых необходимых покемона в данной текущей рейдовой игре. Это все, что можно сказать по новому рейд-боссу, но 2 марта у нас появляется не только новый рейд-босс, но и новые коробки в полевых исследованиях, которые нам дают за 7 дней выполнения исследований. Эти коробки нам выдаются не только на март, а на март и апрель, то есть 2 месяца мы будем получать из коробок за прорыв в исследованиях одни и те же награды. Это не какой-то фиксированный покемон, это опять набор покемонов, и мы будем случайным образом получать кого-то из этого набора. Итак, туда входят Лугия и Хоу, которые могут быть шайни, затем Райкоу, Энтей и Суйкун по-прежнему остаются в коробках, а также туда впервые добавляются Реджирок, Реджистил и Реджи Айс. И это, возможно, хорошая новость для тех, кто любит PvP, потому что сейчас у нас впервые будет возможность получить Реджирока и Реджайса с достаточно низким CP, чтобы они помещались в Great League. Еще из новостей. В апреле будет проводиться очередная сафари-зона. На этот раз она будет проведена на острове Сентоса в Сингапуре. Судя по картинке, можно будет там поймать
Тропиуса, который является у нас африканским региональным покемоном, также Аноуна, Лапроса, Алола Экзекьютора, Дратини и внезапно Шакла. Шакл очень сильно выбивается из всей этой компании, и из этого можно сделать предположение, что в этот раз, в этой сафари-зоне, нам в игру введут Шайни Шакла, который выглядит довольно интересным. Проводиться это мероприятие будет с 18 апреля по 22, и возможно на выходные, которые попадают на этот промежуток, спавн Шайни Шаклов нам сделают по всему миру, как это было, например, с Псайдеками совсем недавно, так что тоже стоит на этом обратить внимание. Подробностей пока никаких не было на официальном сайте, скоро, я думаю, они рано или поздно, во всяком случае, там появятся. И еще небольшая такая новость, которая касается Ditto. Поскольку у нас совсем недавно были добавлены в игру Шайни Пиджи и Шайни Ратата, Ditto теперь уже не прячется в этих покемонов, не маскируется под них, поэтому список покемонов, под которых может замаскироваться Ditto, у нас немножко обновился. Туда добавлены были еще 3 новых покемона. Сейчас я выведу картинку на экран, и я еще давайте зачитаю список этих покемонов. Для первого поколения это Зубат, Парас, Винонат и Менки. И Парас и Винонат впервые были добавлены в этот список. Во втором поколении это Сентрат, Худхуд, Лейдиба, Янма и Римарейт. И Лейдиба туда добавлена впервые. А из третьего поколения это Висмур и Галпин. Вот такой список из 11 покемонов. Если у вас по вашим особым исследованиям вам еще нужно будет поймать Ditto, то обратите внимание на вот эти 11 покемонов, когда будете искать своего Ditto. Он может оказаться среди них. И это, пожалуй, все новости на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, отписывайтесь от канала. И увидимся в следующий раз.